Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Давайте в этом видео остановимся только на числах. И не просто на числах, потому что подобные видео у нас уже были. А остановимся, разберем, как числа меняются по падежам. По-русски мы это называем склоняются. Но мы не сможем сразу остановиться на всех числах. В этом видео рассмотрим склонение только от 1 до 9. Посмотрим на каждый падеж. А вообще склонение чисел или числительных цифр – это очень сложная тема не только для иностранцев, которые только-только начинают или какое-то время изучали русский язык. Вы даже не представляете, сколько ошибок делают носители языка, когда склоняют или когда изменяют числа по падежам. Да, это очень сложная тема. Итак, начнем с числа 1, с номера 1 или с цифры 1. И важное сразу уточнение. Так как 1 – это цифра, число, которое меняется по падежам, то есть у нас может быть один дом, одна книга, одно окно, и даже одни студенты, кстати, когда мы говорим одни, то есть форма они, форма множественного числа, то мы подразумеваем только студенты, больше других категорий или групп людей, лиц нет. Но одни, одна, одно, один мы тоже меняем по падежам. Давайте посмотрим и начнем со слова один. Nominative case. Один. Это один дом. Genitive case – одного. Здесь нет ни одного незнакомца. Я всех знаю. Dative case – одному. Передайте, пожалуйста, эту книгу одному студенту. Accusative – одного, если это кто, и один, если это что. Я не вижу одного студента. Где он? Instrumental – одним. Одним прекрасным днем мы встретились в парке. Prepositional – об одном. Я прочитала книгу об одном интересном человеке. Следующее. Одно. Nominative case – одно. Вот одно окно. По другим падежам genitive, dative, accusative, instrumental, prepositional одно меняется так же, как и слово один. Genitive case – одного, dative – одному, accusative – одного или одно, кто или что, instrumental – одному и prepositional – об одном. Я читала историю об одном кафе, но не помню, о каком именно. Следующее. Одна. Это nominative case. Мне попалась одна интересная книга. Genitive. Одной, ни одной страницы не было прочитано. Dative. Одной. Я подарила розу одной прекрасной девушке. Accusative. Одну. Мы видим только одну студентку в группе. Instrumental. Одной. Одной прекрасной ночью мы решили пожениться. И prepositional об одной. Вы помните, я рассказывала вам об одной интересной грамматической теме. Как вы видите, одна у нас в нескольких падежах будет иметь одну форму. Одной. Как бы странно это ни звучало. А теперь форма одни, они. То, что значит только. Nominative – одни, одни студенты. Genitive – одних. Dative – одним. Accusative – или одних, или одни. Instrumental – одними. И prepositional – об одних. Переходим дальше. Слова 2, 3,
4. Начнем со слова два. Два у нас может иметь две формы. Два окна, два друга. Но две подруги. То есть есть еще форма женского рода, форма она, две. Но меняться по падежам они будут одинаково. И слово два, и слово две. Genitive case. Двух, без 2 минут 10. Dative. Двум, к 2:30 нужно прийти на урок. Accusative. Или 2-2, если это что, или 2, если это кто. Instrumental. Двумя, с 2 моими подругами мы гуляли в парке. И prepositional от 2. Мы вспоминали о 2 наших днях в Турции. Следующее. Давайте сразу и 3, и 4. Genitive. 3-4, без 3 минут 10, без 4 минут 10. Dative. 3-4 нужно прийти к 3 часам. Или нужно прийти к 4 часам. Accusative. Или 3-4, если это что. Или 3-4, если это кто. Мы видим 3 стакана, но мы не видим в комнате 3 студентов. Instrumental. 3-4, prepositional о 3, о 4. И следующее. Числа 5, 6, 7, 8 и 9. Вот эти вот числа будут изменяться одинаково. Nominative. 5, 6, 7, 8, 9. Genitive и dative будут одинаковой формы. 5, 6, 7, 8, 9. Без 5, 10. Прийти к 5 часам. Accusative. 5, 8. Instrumental. 5, 6, 7, 8, 9. Prepositional о 5, о 6, о 7, о 8, о 9. Я мечтаю о путешествии в 9 стран, и это у нас будет accusative. Но я мечтаю о 9 странах, это у нас будет prepositional. Вот так. Сегодня мы разобрали склонение, то есть изменения по падежам только чисел от 1 до 9. Десятки, то есть 10, 20, 30, 40 и так далее, мы разберем с вами в следующем видео. А на этом все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club, учите грамматику вместе с Russian Language Club и пока-пока. До скорой встречи. И да, давайте дружить и общаться в социальных сетях.